Всем привет-привет. Зеротикс, привет-привет. Как дела? Так, сейчас тут немножечко поклацаю, пока ребята подходят. Все равно 3 человека пока что не хватает. Так, звук в порядке, это все в порядке. А что у меня тут? Не с этой стороны, а с этой. Что у меня тут? Прическа испортилась, ты глянь. Вообще выгляжу как побитый какой-то. Да. Здорово, здорово. Сейчас, секундочку, ребят, тут. Хотя все равно 3 человека ждет. Ребят, если есть какие-то вопросы там тому подобное, то можете, соответственно, спрашивать, поотвечаю на них. Как ты родненький, газ природненький. Я не понял, а чего у меня... Это как микрофон... Ой, микрофон. Монитор далеко то ли стоит, то ли что, не могу понять. Полчата закрывает на втором. Сейчас у меня вопрос был. Ну-ка, ну-ка. Давай, удиви. Хм. Канал топ играет так себе, но на весь экран делать. Что на весь экран делать? Да. Там чатик уже. Всем хай, Гвард, а при просмотре игр подписчиков видео выходит в другом формате? Просто на телефоне удобно. На весь экран делать. Да, я его подрезаю и редактирую. Делаю 4К. Мог бы это спросить и в чате на канале. Хай, Марк, хай. Как ты? Где видосики? Я не понимаю. Где ты видосики? Где твои видосики, точнее? Где ты видосик? Боже. Фляга потекла немного. Где видосики? Сейчас помню, вопрос на языке вертится. Ну давай, давай. А я пока что чат все-таки в новое окно открою, а то почему-то у меня... Второй монитор половину чата закрывает. Почему, не знаю. Сейчас красоту наведу. О! И работал всю неделю. Понимаю. Сочувствую тебе, то, что ты работал всю неделю, у тебя не было времени. Сочувствую. Надо и запись такую делать, удобно. Да не, такую запись я не буду делать, ты что? Там половину никто ничего не поймет. Там и так, когда я делаю запись, там черные есть вот эти вот края и тому подобное. Тоже не очень удобно. На самом деле, типа, даже вот когда вот такая вот обрезка идет, где черные края появляются и тому подобное, то рендер видоса почему-то становится нереально огромно долгий. Почему? Непонятно. Так, ребят, давайте 2 места и полетели. Полетели. Да, искусственный интеллект подключает и начинает
Края рендерить. Время делать контент, согласен. Время делать контент, поэтому надо 2 человека. А ну-ка, залетайте побыстрее. Сегодня воскресенье, что-то так мало народа. Я уверен, что потом подтянется, но все же. Я иногда из-за этого не люблю лобби с подписчиками делать, потому что мало народу вот заходит именно вовремя. Заходит поздно. А типа серьезно, если я делаю обычный ролик, который вот 16:9, Full HD, все такое, то рендерится, ну, примерно 15-20 минут. Только я делаю вот эти вот края недостающие, то все, забейте, там начинает час и больше рендерить. Почему? У меня 2 дня выходных, я попробую записать какую-то хорошую игру. Давай, Марк, давай. Я верю в тебя. Сейчас мы с тобой сначала тут запишем. А вот что за предмет мать насекомое. Этот предмет запрещенный в этой игре. Но в целом это для инсектоидов. Миронов, здорово-здорово. Ну, короче, что делает этот предмет? Ты просто закидываешь его в нужную тебе фигуру, допустим, Манки Кинга, да, и ты играешь через инсектоидов. Покажи, плиз, где кнопка лобби. Там, где ты ранг выбираешь, там и, соответственно, кнопка лобби есть. Вот там, где ранговая игра, обычная и тому подобное. Вот. Брози? What? Что за брози? Марк, я думаю, ты не один их ненавидишь. Я вот, допустим, инсектоидов ненавижу от слова совсем, потому что это самая тупая сборка, которую только можно будет придумать. Объясни, как она работает. Ну, я, по-моему, 1000 раз объяснял, как уже инсектоиды работают. Или ты именно предмет имеешь в виду, как он работает? Ты мой бро. Приятно, приятно. Так, ребятки, поехали. Time to make some content. За это амброзия. Я думал амброзия. Так, что мы видим? Омник, Квапа. О, так тут на убийцах можно катать смело. Именно предмет. Ну, он добавляет к пулу инсектоидов плюс одну фигуру. Если эта фигура жива и не умирает, то, соответственно, у тебя есть вероятность, что переродится Манки Кинг, допустим. Ну, если в Манки Кинга закинул этот предмет. То есть добавляет еще к инсектоидам еще одну фигуру. Только самое главное, чтобы эта фигура не сдохла в первых рядах, потому что если она сдохнет в первых рядах, то, соответственно, если она умерла с предметом, то больше не появится этот инсектоид вообще. Даже вероятности не будет никакой. Самое главное, чтобы он там выжил в моменте. Вот. Оу май. Вот это усиление. Вот это я понимаю. Плюс 50 килограмм сразу добавила. Тролль пятерочка. Есть идея. Да что ж такое? Алло, горло, успокойся. Все, давай. Начинают это тарахтеть. Не, ну мне до этого скилла далеко. Именно предмет. Только предмет. Кстати, когда там Dying Light выходит новый? The Beast? Да, пожалуйста. Хоть понятно я объяснил? Или такое? Под бутылочку нефильтрованного подойдет. Вот не то я хотел, чтобы упало мне, но в принципе ладно. Как вам сегодняшний рандом? Нормально? Я сейчас мажорка из 2 не смотрю прямой эфир, а тебя смотрю, прикинь. Приятно, приятно. Вот это я понимаю, вот это уровень, дорос наконец-то. Возможно, это та каточка, где я буду играть на очень интересном билде. А возможно, не та каточка. Это мы сейчас увидим.
Эй, алло, Деусаф, а ну остановись, что у тебя за 2 урока охотника? Я не понял. Я тут перчатку одну против тебя взял, а ты 2 охотников выставляешь. Ну так не делал, ну мы с тобой так не договаривались, по-моему. Что вот это вот начинается, я не понимаю. Игру, кстати, наверное, чуть тише сделать надо, да? По-моему, она громко орет, судя по статистике. Да. На минус 30 сделаю, я думаю, достаточно будет. Типа просто мне микрофон плюс 5. И все равно оно громко как-то. На самом деле, мне, наверное, получится сделать тот билд, который я давно говорил, что запишу. Возможно. Возможно, все. Но это мы посмотрим. Так, ребят, как слышно игру, как слышно меня? Насколько все слишком отличается? И все ли окей? Или стоит немного подшаманить и покрутить? What's that behind you? It's me. Коля, привет-привет. Мажоры в чате, ребят. В чате есть мажоры. Блин, тролль пятерка, конечно, так соблазнительно смотрится. О, охотнички поехали. Я вас понял, я вас понял. Тут орк-охотник еще 2 звезды. Все окей. Ну и отлично. Ну и отлично, ну прекрасно, замечательно. Не знаю, на самом деле, получится у меня записать то, что я хочу, или не получится. Хотелось бы, конечно, чтобы получилось. Но, как мы знаем, закон подлости решает сам, что получится. Все четко. Мотка, сводка. Че ты такой плотный? Капец, я даже, прикиньте, еще траксу не забрал, обалдеть. Вот это рофл на все лицо. Понимаю. Шанс 10% на мартретку. Ну такое. Не знаю, хочется попробовать и мартретку покирить, но я думаю, не стоит кирить мартретку. One punch, that's all it takes. Можно, в принципе, здесь и на воинах поиграть. Тоже будет неплохо. Особенно, когда тут собираются охотники, я думаю, воины это самое то будет. Что скажете? Раз стан, 2 стан, давай третий стан, четвертый, давай. Четвертый. Ну дай 4-й стан, ну, чтобы вот прям красиво было. 3 стана подряд выдал этот убийца Горн, прикиньте. Что-то как-то мало, надо было побольше, чтобы он станов раздал. Burning burst, fire. 'Cause
Ладно, черт с тобой пока что. I heard a monkey had a rooting technique. I must find it and learn about the technique sometime. Блин, ну есть у меня один билд, на котором можно будет поиграть красиво. Есть. Но может не получиться. Мне нужен рок войны первого тира. Тогда будет четенько. Да. Не хватает пока что немного урона. Не, ну охотники, кстати, неплохо идут. Я от них, наверное, зря отказываюсь. How did I shrink? Definitely not because I was following some dark organization. Я просто не очень хочу на охотниках играть. Много людей на них играет. Прикольно, что тут убийцы собираются. Причем 2 человека собирают убийц. You know nothing about Cannot kill a person who's already dead. Да, это, конечно, не то падает, то, что я хочу. Вообще не то падает, то, что я хочу. Ну, хоть со второго раза. У меня предметы пока что не айс. Типа, 2 предмета окей. Вот этот предмет меня подставил немного. Если бы хотя бы мана плюс 50 было бы четко. Угу. Джаггер через крутилочку. Джаггер через крутилочку. О как. Орк-жрец. Сердце мне подсказывает о том, что мы можем сыграть на одном хорошем интересном билде. Наверное, на зверях на сумонах можно попробовать поиграть будет. Будет сильно, как по мне. Чисто на сумоне такую толпу себе зергача и задушить. В принципе, можно попробовать. ХП достаточно, в уровень иду. Самое главное, чтобы мне начали приходить немного другие ребятки. Ну да, в принципе, можно поиграть через зверей. На сумонах. Тут есть омник, вдруг чего. Есть тролль, 5, которого можно будет закирить, если не на сумонах играть. Темпларка есть. Квапу на контроль можно будет взять. Это то, что из доступного сейчас, то, что я вижу. Ну тут, конечно, у Деусава очень сильный ствол. У меня мана регена как кот наплакал. Даже ЦМ-ка не помогает мне порегенить ману. Нормально. Да. Больно.
Что-то как-то этот момент и не просчитал. Тут, может быть, будут боги-орки, либо же боги-жрецы. У Лекса точно будут боги-жрецы. А что там у Марка? Хусик. То есть звери. Давай только не стань меня, пожалуйста. Только не стань, дай нас умонить. We're wolves. Get it? В самом деле здесь на воинах прикольно поиграть было бы. Но Марк собирает, судя по всему, то ли воинов, то ли это будет эти тролли через тролля пятерочку. Зря подал охотника зверя. За что мне 2 монетки падают? Я не понимаю. За центрального моба или как? По-моему, за центрального моба я не должен получать денег вообще. Или я ошибаюсь? Да. Сильные у ребят столы. Ой, если я Letting Play заберу, боже, я столько получу опыта. Но я думаю, я не смогу Letting Play забрать. У него сильный ствол. In time was brought away. I'm ready. For nature, here to fight. The moon? Wait for my signal and Ready for a heart rate? the chakra. One punch, that's all it takes. Pride is more toxic than venom. Ай, Марк ко мне пришел. Я надеялся, что Letting Play ко мне придет. Так, думчик полетел у Марка. My name is Radish Elf. Take it seriously. Вот это мне нравится. Вот это я понимаю приход. Adjusting to this equipment. То, что доктор прописал. А, не, это Деусап был. Окей. Так, Letting Play. Ты ж понимаешь, да? Ты должен мне отдать этот винстрик. Обязан. Вместо кого мне тебя поставить?
Спасибо. Спасибо, Летимплей. Спасибо. Держу за тебя кулачки. Ты очень хороший человек. Finds a way. Как договаривались. Ой-ой-ой, дух пятерка был раскрыт, а это мне не нравится. Мне не нравится то, что тут бог-жрец собирается на Лексе. Тут еще и духи собираются. Ну, блин, ну на самом деле тебе очень повезло на духов. На 8 уровне найти духа пятерку и собрать фулл духов. Интересный момент. Пол хп просто разорвал. Да. My 9000 урона в единицу нанес, прикиньте. take it seriously. Что ж будет дальше? Семь из 9 уже на Джаггере. Тут боги-орки будут. Окей, окей, окей. Окей. Ряд запоминайте. Бесстыжий будет на Джаггернауте своем крутиться тут. Ой-ой-ой. А хорошие там... А, ну у тебя хп маловато. Так, ребятки, смотрите, первоочередно ставлю, что вам нужно вынести вот этого вот молодого человека через Лину. Первоочередно. Его нужно вынести. Как хотите. Его нужно уничтожить. Вау. Спасибо, сумка пандамена. Это плохо, конечно, что там такая Алина. Неприятненькая. Еще 4 бога поставил уже. Он пока что на 6 уровне. Если никто не сольется, то, в принципе, выкинуть его можно будет. 6 мертвецов собирается. Вот мертвецы тоже такие неприятные типы. Мне бы усиление стола немного посильнее, было бы четко. Тогда можно было бы и мертвеца спокойно выкидывать. У меня на 21 раунде шикарный стол, всю в единицу. Да. Дефолтная ситуация, когда играешь на зверях. Надо цемку, наверное, будет поставить на ману, потому что что-то очень туго мана регенится. Надо будет еще один драконий рог найти. Желательно вообще 3 драконьих рога найти. Марк, прости. Так, Лекс набирает обороты. Ребята. Самого опасного нужно вырезать. Ой, хан. Ханчик, ханчик. My conquest is the sea of stars. Yummy candies. One for you? I'm Hermes, the fastest man in the world. Well,
I shrink? Definitely not, because I was following some Наверное, придется dog немножко богов organization. поставить все-таки в дальнейшем. Чтобы КД было поменьше. На спам. Да, бог-орк может насумонить. Так, минус убийца один, точнее минус дух. Не может не радовать. Алекс там прям душит, я смотрю. Душит бедных. Enemy sighted. An assassin Темпларка needs так a идет. creep. Пригодится. Мне вообще не идет на суммоны, вот серьезно. Типа, никто друидов не собирает. По итогу у меня друидов нет. А тут еще и 9 нежити собралось на лайтимплее. Вдвойне плохо. Ой. Pride is more toxic than venom. I'm so envious of you hanging. I am Обалдеть. Needs a creep. А чё, так можно было? I am your cloak and dagger. Ну, у меня, в принципе, есть тогда одна идея, как мы можем это все переиграть. В принципе. Ну, в принципе, да. Sister. Sorry, shaman. Я особо в зверей не верю, а вот в другой билд немножко верю. Хотя... Надо будет посмотреть, как под зверями будет. Take it seriously. Ой, и этот пришел, усиление. I Ой-ой-ой. enjoy this. You've been surrounded by teacher, Goo-Goo. I want to protect this land of Ханчик. Ханчик, ханчик, ханчик. Кстати, посмотрите, какая у меня внешка обалденная. Красота. What's that behind you? It's me. Ай-яй-яй. Ну как тебе фартнуло на мантию? Алло. Очень жестко то, что ему фартануло на мантию. Это проблема. Это огромная проблема. Это заноза в 5-й точке. Come and have some radishes. It'll be fine. Ever tried my poison? Guess not. No matter when and where the sword points, it is the direction of justice. Hemlock. Играл сегодня шестихотников и Кири вертолет с мантией. Вообще топчик навалил. Интересно. Ну это да, это я согласен, это прикольно. I'm
am Red Fox Gentleman from Myth. No matter when and where the sword points, it is the direction of Ай-яй-яй, вы гляньте, что там у Аркейта. 3 маски и щит 5-го тира. Это, конечно, ему не помогло, но все равно это было прикольно. Seriously? You like Чего-чего, но такого не ожидал. that stinky monkey? So, a traitor's been right under my nose this whole time. Оу. Щит 5-го тира, конечно. Ой, щит 5-го тира. Омник, конечно, это печалечка. Мантия, молния 1-го тира. Вырезаем КБ. Ай-яй-яй! Надо предмет 4-го тира будет найти. Без предмета 4-го тира у меня будет торба. Там еще и... Nothing is. Nature will always protect us. My foolish father, you see that? I will be the king of this land. Кто такой Шаман Лавы из Доты? Это Блудсикер. Насколько я правильно помню, то это Блудсикер. Мне надо будет найти перчатку 100%. Без перчатки меня будут рвать. Разорвут и глазом не моргнут. А ты в Dota 2 не играешь? Не, я давно не играю в Dota 2. Fine. Очень давно. Деусов там, конечно, жесткий. Лексову все равно... Ну, Лексову выигрывают. Тут, конечно, мантия короля что-то немножко не тащит. Ну ладно, такой так. Лина очень сильная, я умер от Лины. Ну да. Лина там неприятная, вообще неприятная. Ну, по идее, может быть, я ее даже и снесу, эту Лину. Я больше всего сейчас опасаюсь не тоже Лину, а вот этого вот человечек. Человечка. Бог Орк, у него просто омник в 2 звезды. Он меня контрит. Хотя его должен антимаг порвать, по идее. Вот. Я думаю, он его должен порвать. Лекс тоже, кстати, его рвет немного. Ну, Лекс там тоже очень сильный. Там гадалки не ходит, в действительности Лекс сильный. I did it. Так. Я вот решил тряхнуть стариной, в Л2 зашел, на фоне тебя смотрю. О, вот это ты решил, конечно, тряхнуть стариной. Л2, обалдеть. Сколько лет я это не слышал. Who do you think you are? A man can overtake me? From that Nature knows. Надо усиление. May the tune of Spirit Rhino protect our warriors. my foolish father, you see that? I will be the king of this land. An assassin. Вообще мне нужен Рики. Типа, если я хочу здесь жить, то мне нужен Рики. А Рики мне тупо как назло не идет. Ну, это дефолт.
Будет идти все, кроме него. Будет next? Да, будет next. Тебе нужна перчатка демонов. Да, согласен. С перчаткой демонов я смогу спокойно выносить Боговорка, даже не задумываясь. Сейчас посмотрим, как мы тут вынесем не Боговорка. Фу! Я его ваншотнул, прикиньте. Я этого антимага тупо ваншотнул. It'll be fine. Это было сильно. You like eat. О, спасибо, Рики. You like B? Это мне нравится. Вот это мне нравится. Так, радиус двух A клеток. traitor's been right under my nose Это this whole примерно так. time. Это примерно так. Это все, конечно, хрень. Хотя можно взять Мамору и что-то туда запихнуть. Только вопрос, чё? Я не знаю, как выносить Боговорка. Я тут еще Лину как бы не видел, но Боговорка я уже как бы стесняюсь. Помню, когда-то затрудил World 2, как только появились первые серваки с Камзель. Прикольно было. Я такого времени уже не помню, но я тоже когда-то играл в World 2. Имба. Было время. Компьютерные клубы, все дела. Ну, как я говорил, Лина выносит. Как я говорил. Как в воду глядел. Все, Боговорка вынесли. Теперь мы будем воевать против орка и тому подобное. Шансы есть. Шансы на победку есть. Они маленькие, но они есть. Пока что у него посоха третьего тира нету, то по идее можно даже повыносить будет. Но у него бог жриц уже три фигуры тырит, падлу. Много фигур тырит, а еще и кристалл скипнул. Ай-яй-яй. Плеха, плеха, то, что я скипнул кристаллик. Хотя он будет брать, по идее, сейчас Хана под контроль. А ну-ка. Да! Кто тут? Кто тут сильный? Кто тут сильный? Если на 35-м раунде мне упадает перчатка, то все, это конечное. Ой, там Лина еще сдохла. Ой-ой-ой. Ну, Letting Play на нежити, как мужик. Еще соспыл призмом через этого. Ой-ой-ой, Letting Play Лекса вынес. В легкую причем. May the tune of Spirit Rhino protect our warriors. What's Hemlock. О, а Безрус сейчас не будет в меня лететь, по идее. Да! Я надеюсь, что перчатка 4-го тира мне упадет, и я буду разваливать. Я очень на это надеюсь. ГВЕ серию сегодня первый день после вайпа. Серию лет 10 примерно. Я вообще в шоке, на самом деле, что такие игры, они еще и живут. Они держатся чисто на энтузиастах. Чисто на энтузиазме людей, все. Давайте отдадим должное людям. Итак, мне бы в идеале мифриловый доспех найти, в идеале, потому что есть все-таки вероятность, что мне прилетит обезоружие. Прилетит мне обезоружие, это будет неприятненько. А еще надо квапу в 2 звезды. И, кстати, я забыл совершенно поменять Рики местами.
Надо сейчас будет поменять его. Давай, перчатка демонов, перчатка демонов, перчатка демонов, пожалуйста, перчатка демонов. Мамору до 3 звезд держим? Конечно! О, ты еще и спрашиваешь? Я, по-моему, тут, ну, тут вопроса не должно быть. 100% всегда держится Мамора до 3 звезд. Так, я забыл посмотреть, что у него тут есть. Ага, ведьмачка у него нету. У меня есть... I have a plan. I am the Eggman. I want to protect this land of eternal night. And you. Смотрите, сейчас Сайленс накинется на вот эту всю группу лиц. На всех этих преступников. Бам! И я просто его... Бам! Давайте пожмем руку летимплею, потому что молодец, красава, сыграл на нежити. Но он сыграл на нежити чисто из-за того, что здесь что? Правильно, здесь не было инсектоида. И он сыграл через некра. А не, ну да, через некра по сути, но не через некра. Но крутая катка. Лекс на линии почти затащил. Посох 3-го тира тупо здесь не хватает. Был бы посох 3-го тира, был бы развал. Красивая катка, очень красивая катка. Так, хай народ, Q-стример, я новенький тут. Что это за игра? Это авточес. Это авточес из Dota 2, если ты когда-то был, ну, может, когда-то играл в Доту, и там была кастомка авточес. Ее вот перекинули на отдельную платформу, то есть она и для ПК, и для телефонов, и тому подобное. Но, как говорят, что в Доте обновления намного быстрее выходят, то есть на полгода раньше. Но сразу говорю, игра максимально небалансная, и я не... Ну, в принципе, она визуально прикольная. Так, ребят, кто был в предыдущей катке, я прошу на выход, дайте место людям. Мне фартануло, очень фартануло. Мне так, ну, на самом деле, это просто think about. Я играл на зверях через сумонах, звери мне вообще не шли. Вообще не шли. И тут просто, как щелкает, и я собираю себе темпларку. Так он и не пришел. А, я ролил. Он и не пришел. Тебе еще в идеале надо было мифриловый доспех взять, потому что там обезоружь прилетал. Неприятно. Типа Mobile Legend Go. Я не играл в эту игру, не знаю, но единственное, что я могу сказать, что типа авточес это из доты, и разработчики на нее болт забивают на эту игру. Типа разработчики не занимаются этой игрой, не занимаются балансом, ну такое. Let him play, Лекс, в предыдущей были, пожалуйста, освободите место. И G3878. Просят место. Кто-нибудь. Не будешь состав обновлять? Так я же уже обновляю, говорю. 2 человека вот были. Спасибо, ребятки, кто освобождает место. Все, кто хотел, залетайте. Только давайте по-быстрому. Чтоб мы не сидели 30 минут, ждали, пока все вступят в лобби. Три места, ребят. Кто не был, залетайте. Последние 2 дня идут дожди, боже, какой это кайф, отвечаю. Я хотя бы не таю, как мороженка. Все, желающих нету, могут заходить другие люди, которые были до этого, или как? Ну, долго заходят, поэтому, ребят, заходите, кто был ранее, кто хочет. Давайте, кто успеет. Что-то усесться не могу вообще. Все, поехали. Погнали, ребятки.
Если ты хочешь попробовать играть в что-то подобное, я тебе рекомендую зайти в Teamfight Tactics. Вот эта вот игра, это кайфовая игра. Я когда в нее разберусь, я тоже на ней, по ней контент буду выпускать. Но пока что я не уверен в своих способностях. Я, может быть, на следующий стрим запущу по Teamfight Tactics. Я думаю, будет прикольно. Со старта у меня уже гоблин-убийца, как и у Марка. Ну, Марк-то понятно, Марку подкручивают. Марк слишком много вкинул на внешки. Да, Марк? Сергей, здорово-здорово. Мажоры в чате. Ну-ка, ребят, аплодируем мажорам в чате. Хочется на чем-то стоящем поиграть. А вот на чем? Вот, ну, у кого есть какие-то предположения, на чем поиграть? Ну, в принципе, на самом деле, мало на чем. Хотя, погоди. Ребятка, я знаю, на чем можно будет сыграть. Я это в голос говорить не буду, потому что я знаю моих подписчиков. Они это услышат и будут тоже это собирать. Я знаю их. Я знаю прекрасно их. Я знаю, как никто другой, как вот два гоблина-убийцы ко мне пришли. Обалдеть. Вот это, понимаю, подгон. Царский. Как думаете, какой я билд здесь хочу собрать? Ну-ка, чатик. Давайте, я знаю, я в вас верю. Так, отлично, монетки пообужены были. А что это за подарок? Сегодня ж вроде не Новый год. Что за бред? Привет, там шаманы есть. Ух ты мой, спасибо, конечно, тебе за такие обалденнейшие предметы. Гоблины нежить. О май, гоблины нежить. Это что-то новенькое. Вот падла меня порубил. Так, в 20 монет выйдем пока что. В 20 монет пока что выйдем. Так, суммонера здесь есть, отлично, перчатку берем. Короче, в бане убийца убьет, так убьет, получу деньги. Не убьет, так не убьет. Так вот, пока никто в чат ничего не писал. Ну давайте, накидывайте свои варианты. На чем я буду играть в текущей катке? Сергей написал, что это будет гоблины нежить. Интересно, как сыграть на гоблинах нежить тут? Через минера, типа? Шаманы. Все может быть. Давайте парочку вариантов еще, и я дам ответ. Панды. Give me панда. Не дам. Я жлоб, не дам панду. Не давайте ему панду, потому что если Марку хоть один раз придет панда, то все, это забудьте. До конца жизни он будет сидеть с этими пандами. 3 звезды их соберет, причем очень быстро. Шамана через МПС-ку или боги магии через Лиса. Через Лиса? Я думаю, ты через Лича имел в виду. Лиса. Я все-таки до сих пор... Лича, Т9. Только хотел сказать, что я до сих пор верю в то, что ты напишешь, что это через Лича, а не через Лиса.
Через лисы это интересно. Так, Лекс. Ага, Лекс уже собирает шаманов. Лекс, я за тобой слежу. Ну, по-любому, тот, кто против меня играет, им 100% это придет. Мне же вот, ну, такой кукиш придет на палочке. Ага, 2 человека играют на лустрике. Интересно. Интересно. Сильно. Мне, конечно, нравится, когда люди играют на лустрике. Это прям то, что доктор прописал. Wolves. Get it? Надеюсь, ко мне сейчас Тофа придет. Ой, тут хаотичный договор еще есть. Ну, короче, я хочу сыграть через шаманов, но судя по тому, что там уже кто-то собирает шаманов, у меня вряд ли это получится. Я думаю, даже вообще не получится. Я хочу, на самом деле, чтобы не хаотичный договор упал. Было бы круто. Но из плюсов у меня 90-70 хп, 50 монет на 8 раунде все это. Но еще более-менее хороший стол. Ну, тут я проиграл. Да, тут я проиграл. Сейчас гоблина-убийцу буду... Ой, гоблина... Короче, тинкера вечность буду бить. У Миррора там, конечно, нормальный такой стол. I can't control. Oh, it's just a lamp. Вообще у меня есть еще один план, как мы можем переиграть всю ситуацию. Во-первых, мы можем сыграть через синергию кунг-фу. Это тоже будет прикольно. Либо же, есть у меня одна идея. Я не буду озвучить ее вслух, это просто будет таким прикольчиком. Я думаю, у меня получится. Ну, то, что там у Миррора такой стол со старта, это прям сильно. Ну, типа, посмотрите, какой у него стол. Раз, двойка, два, двойка. Ого. А что за замедление? А что это за замедление было? Не понял. А, понял. Все, все. Рот завалил. Я сначала не понял, что это было за замедление, но потом как понял. Ты давай еще Мамору достань, чтобы туда Драгунайта закинуть и 3 звезды его к 19 раунду выкати. Хорошо? Чтобы у нас тут у всех челюсть отвисла. Так, Марку пришла панда. Он наныл. Я так понимаю, Марк это теперь главный нытик авточеса. Мое место заняли. Естественно. Естественно, я возьму эту сладкую булочку. You probably. Canvas, launch Mark 11 armor. А я дурак. У меня одна победа всего лишь, а я юзнул. Ой-ой-ой. Так обрадовался, что даже не обратил на это внимания. Ладно. Тяу-тяу-тяу. Аркейд, живи долго и счастливо.
Ладно. Bring me more. I'm not drunk. Аркейд, я, если что, вместе с тобой буду жить долго и счастливо. Ты ж не против, да? The call of the wild echoes in the forest. Две цветки. Ого, там утов и столь. Столь. Сейчас бы еще хитреца сюда, вообще было бы идеально. Шамана по глазам видно. Take it seriously. Японский бог, вы гляньте, что идет. Where's the root? Where's the destiny? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать, настолько люто идет. To the moon. To the song. Not to you. One of my arrows is worth 1,000 of theirs. Сейчас, если ко мне придет. А я не выиграю раунд, да? Не выиграю раунд! Туда. Туда дай мои деньги. Деньги дай. Ой-ой-ой, да что ж такое? Марк, я сегодня твою удачу забрал. Спасибо, Марк. Спонсор сегодняшнего ролика это Марк. I heard a monkey had a rooting technique. I must find it and learn about the technique Марк, sometime. спасибо тебе, дорогой. Спасибо. I'll take you under my wing. Ай! Follow Big Bro's lead, and the victory is yours. Хорошо, Марк, договорились. Сколько платишь? Прямо сейчас продам, сколько платишь? Let me calculate how many shades of darkness you have. I did it! Вкуснотища падает. Я могу поставить себе фулл эльфов, но не буду пока что ставить. В этом нет смысла. Можно, в принципе, скипнуть перчатку и попробовать найти что-то получше. Как вариант. Ну, у Арса там тоже сильный стол. Типа, как гадалки не ходи, там тоже сильный стол. По суммонам. Что тут вообще по суммонам? Есть цветки суммон. Есть 2 антимага уже у Аркейта. Аркейт, можешь остановиться? Тебе хватит. Как пьяного друга с вечеринки забираю и говорю, тебе хватит, Аркейт. Пожалуйста, остановись. Если я сейчас еще и у Арса заберу винстрик, это будет вообще
Песня. Шансы маловаты? Но самое главное, они есть, правильно? You can't get caught if you leave no witnesses. Backstreet Fighting Arena. This is my stage. And this is my way. Do you feel it? Strangler vines. Welcome to the Marines. I've heard that there's a... Мне на мгновение показалось, что мне пришло 2 кунг-фу панды. Я такой думаю, чего? Самая лучшая панда, по твоему мнению? Хитрец. Хитрец. Очень сильная панда. Так, ты Миррор. Миррор, ты чё? Миррор, я сейчас не понял. Ты зачем забрал у него винстрик? Как ты посмел? Я спрашиваю тебя, как ты посмел? Ответь на мой вопрос, срочно. Ты прям сию секунду должен ответить на мой вопрос. Зачем ты убрал у него винстрик? Там написано, что это мой винстрик был. Куда ты лезешь? Вот это вот как бабки вне очереди лезет, забирает винстрики, все, и делай, что хочешь потом с ними. По моему мнению, самая лучшая панда это все-таки хитрец. Очень универсальная панда, мало чего ей надо, и она просто суперская. Но, если она падает рано, если она падает в лейте, то эта панда, она дичевская. Ну, как бы обидно ни звучало, но она реально слабая будет в лейте. Хитрец еще один пришел, отлично. Потому что у этой панды как минимум есть мана. Есть у нас, ну, супер балансный персонаж, это антимаг, который присосется и просто будет твой болт облизывать от А до Я. И это прям кринжует вообще по максимуму. Это первый момент. Второй момент. Есть такой чел, как Джиггернаут. Если у него хорошие предметы, то ты его в жизни не сможешь уничтожить хитрецом. Не, может у хитреца у тебя там супер-омега везение будет с хорошими предметами на возврат урона, и, соответственно, ты его тупо ваншотнешь. Да, такое тоже присутствует. Это вот эти вот 10%, типа, возможно. Есть еще такой вариант, что тебя могут маги просто распепелить, если ты неправильно билд свой сделаешь. Тоже такой момент присутствует. О, кто-то Свена раскрыл. Закройте обратно. Кто там Свена открыл? Закройте обратно. Так, Марк там тоже нашел себе синергию кунг-фу. А Миррор нашел себе Свена. Вот, кстати, плохо. Но против Свена у меня есть супер оружие. Это вот этот вот медальон. Потому что этот медальон будет работать на синергию кунг-фу. И я думаю, вы все сами прекрасно понимаете, что если соединить синергию кунг-фу плюс этот медальон, то будет а-та-та. Будет а-та-та. Какая дичь мне упала, боже. Сборка демона ведьмаки, антимаг в 3 звезды, Свен в 2 звезды. В кого предметы скидывать? В Свена в 2 звезды. Но вообще, на самом деле, в зависимости от ситуации. Типа, смотри, если в твоей ситуации тебе нужен моментальный дамаг, то, естественно, это в Свена. Если против тебя много магических персонажей, то и у тебя предметы, ну, так себе, то, естественно, в антимага. Антимаг — это тот персонаж, который, ну, может из самой задницы вытащить тебя. Поэтому в антимага. По ситуации. Вот видишь, я, допустим, сейчас кирю Марси из-за того, что у меня есть синергия кунг-фу. Вот из-за этой причины я, соответственно, и кирю Марси.
Проиграла, скинула СВ на предметы, второе место. Ну, а кто... Ну, там надо смотреть по ситуации, какие у тебя предметы, понимаешь? Нельзя просто так бездумно закинуть эти предметы и думать такое, ну все, я сейчас на груди футболку порву и все, и всем будет 5-я точка. Нет, так не работает. Так не работает, к сожалению. Если бы так оно работало, то... Follow me. Follow the То подожди секунду. Strangler vines and deadly nightshade. Friendship is magic. Postpartum care of turnip. Bring me more. I'm not drunk. How can I get drunk? Не знаю, наверное, надо идти в уровень. Хотя если я пойду в уровень, у меня будет маленький шанс на Марсе. Наверное, сейчас сначала Марсе соберу, а потом уже все остальное. Марсе тоже довольно-таки так легко контрится. Ну вот просто как два пальца об асфальт. Да, сначала я соберу Марсе, потом все остальное. The ocean is singing. I used to be a painter. Then I took an arrow in the knee. Life finds a way. Ну вот через Джаггернаута играет, вот как бы через драконов играет. Тут будут драконы-ведьмаки, тут драконы-ведьмаки. Тогда, по идее, мне от магии вообще нет смысла защищаться. Тут, по сути, только магический билд, это у Айтера. И все. Тогда мне здесь надо брать все на уклонение и просто рвать 5-ю точку. С хитрецом 2 звезды топ-3 сборки. Ну, понятно, кунг-фу морские еще 2. Это ты хочешь, чтобы я тебя назвал? Типа свой топ? Растерялся. High five. This is my stage. And this is my way. Камушек You feel лучше. it? Не понял, что камушек лучше. Так, подожди, секунду. Дайте мне посмотреть. Там есть магический урон? В принципе, есть. Вот Лич вижу. Кунка вижу. Ну, в принципе, я думаю... Хотя у меня есть шар бездны. Надо мага выкинуть. Ребята, плачу бешеные бабки, если вы выкинете мага. Миллиарды плачу. Выкиньте мага. А, ну мага почти выкинули. Все, в принципе, осталось чуть-чуть. Гуны, наверное, хитрее боги там. Ну, я думаю, да. Там, скорее всего, боги все-таки будут разваливать. This is my stage. You've been surrounded by teacher Goo-Goo. Я могу, конечно, взять уровень, но я не могу брать уровень из-за того, что у меня нет Марсик 3 звезды. Ну, там, типа, шанс 5% режется. Ага, не 5, 5% режется. Не буду пока брать уровень, не хочу. Сначала Марси в 3 звезды, а потом уже апгрейд, правильно? Еще одна? Еще одна, ну, еще 2 Марси мне надо, по сути. Или что еще одна? Не понимаю вопроса. О, бог ты мой. Bring me more. I'm not drunk. How can I get drunk? To the moon. To the... Nature will always protect us. I used to be a painter. To the moon. To the moon. Это трындец, товарищи. To the song. Not to you. Тупо не могу найти себе панду Марси в 3 звезды.
Еще одна сборка, я сама тебе 2 назвала. Нет, это не последняя катка, еще одна будет. По времени мы должны успевать. Так, топ-3 сборки. С хитрецом 2 звезды. Понятно, кунг-фу морские. И еще 2. Ну, можно через охотников плюс мантию короля. Это первый момент. Второй момент это через демонов и Кири Свена. Тоже очень сильно будет. Ну, самая тупая, ну, естественно, там самая умная сборка, от которой, ну, просто, ну, скилл зависит на 150%. Это инсектоиды. Вот еще одна сборка, от которой просто, ну, слюни в разные стороны летят. Так, Марк там духов собрал, это плохо. Меня это не устраивает. Магов, по сути, уже нету. Все, окей. Спасибо, наконец-то. Слава богу. Вот где мой этот, Марси. А, не, Марси ты не собираешь, окей. Мы их не собираем. Ну, тот, кто собирает, для того она и топ. Поэтому ее исключать мы не будем. Хотя я бы с удовольствием. Самая, ну, супер скилловая сборка это все-таки инсектоиды, типа. Гадалки не ходи. Очень сложно на ней играть. Ладно, кунг-фу эльфа. Ну, кунг-фу эльфа тоже хорошая. Кунг-фу эльфы тоже легко контрятся. You could be my wingman anytime. Много магического урона может спокойно кунг-фу эльфов законтрить. Вот даже, допустим, им сейчас придет Свен в 2 звезды. Они меня могут порвать. Кунг-фу тролли с Кири МК. Вот он мед по телу. Я тебе больше скажу. Собираешь гритеров. Манки Кингов 3 звезды с нужными предметами. И вот это вот мед. Это все остальное. Это смех. Ну, просто смех. Больше ничего добавить. Просто смех. Мне бы на самом деле одно яичко и было бы весело. 2 Зевса у Марка. Так, Марк. Успокойся, пожалуйста. Марк. Я тебя понял, Марк. Я тебя услышал, дорогой мой. Обалдеть, он рапиру нашел, прикиньте. Какой хитрый. А я-то думаю, что он так уверенно там разваливает. А у него и посох 3-го тира. И рапирочка. А ну-ка, верни ваншотик себе. Ну, не... Ты прикинь. Ты прикинь. В окаменении простоял 1000 лет. Да прикинь. Как фартануло на окаменение. Жестко. Если бы не окаменение, я бы так не проиграл. Но еще как бы не вечер. Еще не вечер. У него тоже хитрец есть один. Самое забавное то, что от Марси он не получил тык из-за возвратки. Хотя он должен был получить. Кунг-фу и тотема сборка имеет право жить? Конечно. Конечно, имеет право жить. Я даже, наверное, ее сейчас попробую собрать. Сложный выбор, сложный выбор. И то,
Не необходимо. Something horrible. Be careful what you say and do. Want to defeat Shaman? Defeat me first. Time to go, Creed. Nature will always protect us. Oh, magic conch shell. What do we need to do? Когда будут гритеры? Ну, в принципе, в скором времени. Срочная перестройка в гритеров. Если я перестрою с гритеров, он может меня все равно вынести. Мне там сильно. Listen and you can hear the sea. Мне там очень сильно. У него много магического урона. Я зря скипнул этот. Как его там? Эх. Как его там? Шар бездны зря скипнул. Если в гритеров перестроюсь, он меня тоже может вынести. У него ваншоты есть, все такое. Типа больно будет. Надо сейчас подумать, в кого перестроиться. Ну, варианты есть, как бы. На самом деле все зависит сейчас от того, как ваншоты сработают. Типа ваншоты у меня хорошо сработают, я его вынесу. Если у него хорошо, то он меня вынесет. Вот. Вот. Хитрец зато пришел, спасибо. Мы сейчас с ним будем воевать, кто кого вынесет. У нас сейчас с ним будет баталия. До крови, до боли. Жалко, я шарбезный скипнул, жалко. Но у меня вот есть как бы талисман счетчика, но почему он нормально не возвращает, это непонятно. Мне как минимум это непонятно. Ну, верни ваншот ему, а? Пожалуйста. О, спасибо. Только это на его доске я выиграл. Если бы на своей доске выиграл, это было бы круто. А так я на его доске выиграл. О, рапирку выбил! Сюда! Спасибо за луну. Спасибо за луну с панды. Я на самом деле рапирку не особо хочу отдавать, потому что он может меня пованшотать. Но в принципе можно, я думаю, да, рискнуть? Рискнуть отдать рапирочку? Там обезоружь просто будет прилетать, понимаете? Не, сначала я пока что не буду рисковать. Пока не буду, подожду. Да я знаю, что рапира упала, но я пока не буду рисковать. Пока что не буду, надо БКБ хотя бы. Будет БКБ, тогда рискну 100%. Без БКБ не хочу рисковать, опасно, очень опасно. Да ты задолбал окаменением. Посмотрите, как часто окаменение срабатывает. При мне такого дерьма не было. Но вы посмотрите, сколько окаменения раз сработало. Я когда играю на духах, мне единственное, что вот такое окаменение приходит. Такое. А не окаменение мне. А вот если стрелки 6 штук и кунг-фу собрать, только кто керри? Манки Кинг. Манки Кинга керришь и разваливаешь кабину.
Nothing is true. Everything. Something. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. I've heard that there's a place where witchers are blind. Сейчас, если будет БКБ, тогда я 100% закину, соответственно, рапиру. Хотя бы окаменение без руш не будет работать. Не, окаменение будет работать, а без руш не будет работать. Если я закину МКБ, это БКБ себе в Марсе. У меня просто есть бессмертие, я 100% это переживу. Но там люто у него окаменение как-то работает. Опять цепочка. Да ты прикалываешься. Вот это мне говняшка упала. Я не хочу скипать. Ой-ой-ой. Ладно, ну что у тебя тут? Радик. БКБ, Радик. А, подожди, он обезоруш убрал? Ой, какой ты молодец. Вот это... I am inevitable. I am inevitable. The ocean is singing. Фух. У меня еще и щит 5-го тира. Божественная Марси с щитом 5-го тира. Прости, Марк. My name is Radish Elf. Take it seriously. Backstreet Fighting Arena. Pay to join here. Ну, крутая катка была. Но их шло как не в себя. Бог Орк имел шансы на победу, но у него шмотки дерьма, к сожалению. Надо было безруш не скипать. Я бы тогда не смог так его выносить. Но все равно красиво. Фу. Так, сейчас. Это последнее? Нет, можно еще одну. Давайте, ребята, время хватает, поэтому залетайте. Видел, как наши вьетнамские друзья играют, собирают ведьмаков и 6 чернокнижников. И в чем прикол? А в чем прикол вот этих ведьмаков и 6 чернокнижников? Я подсмотрел в чувака сборку, сегодня играл. Топ-1 взял. Короче, 6 зверей, алхимик, снайпер и гирокоптеры. В гирокоптере выкидываешь Киру и все. И ГГ. Коля, да, оно работает, но не совсем так, как ты хочешь, оно работает. Я играл такую вот сборку. Во-первых, тебе надо гира собрать 2 звезды. Во-вторых, тебе нужно, соответственно, синергию Кира найти, то есть этот камень. Это уже много предметов. И сама суть в том, что тебе могут просто контролем задушить. То есть, если у тебя нету ничего на дев-контроля, то забудь. Ты не сможешь ничего сделать. Не, ну если все было, то, извини меня, и рыжий лис может порвать всех и вся. А так, да, это красивый билд. Я когда-то на таком играл. Я играл тогда, когда было очень много предметов. Тогда это было прикольно. В ранах пока что не пойду. Пока что у нас сегодня стрим-лобби с подписчиками. А вот, соответственно, следующий стрим можно и ранах. Это была очень близкая игра, Марк. Да, согласен. Ты зря скипнул. Ну, во-первых, ты зря взял рапиру. Во-вторых, ты зря скипнул обезоруж. Эти два предмета меня люто тильтили. И именно обезоруж и вот это вот окаменение меня стоповало от того, чтобы я закинул рапиру в Марсе. Ну, а потом там уже конечная была, там мне щит 5-го тира упал, и ты обезоруж скипнул, я тупо уже рапиру закинул. Ребят, желающие еще есть в лобби, потому что тут есть много, кто играл в предыдущей катке. Если нет, то, соответственно, стартую. Блин, комп не грузится. Так, Бонлайн хочет, я хочу. Так, Снегур. Ребятки, кто был в предыдущей каточке, пожалуйста, освободите место. 2 человека хочет. Скилловичок хочет. Спасибо большое, что освободили место. Смотрю,
типов, которые в топ-10 мира, то ли такая сборка, или боги-воины морские. Ну, и то, может быть, да. Рыжий лис слил Т2 тролля, 9 воинов. Играл фулл звери, лис в Т3, омник с антимагом в 2 звезды. Ну, все такое может быть, да. Звери контрят воинов, если у воина плохие шмотки. Все, тупо 2 сборки. Не знаю, я не смотрел топ-10 мира. Там у них своя игра вообще. Поэтому ты думаешь, я имел шанс? Да, да, Марк, ты имел шанс. Шанс у тебя был. Ну, тебе не надо было скипать обезоружь. Меня просто очень люто тильтил весь твой контроль. Тебе это не надо. И не надо было тебе брать рапиру. Это твоя ошибка, то, что ты взял рапиру. Смысл тебе той рапиры, которая дает тебе Нузгулькин хрен? Сколько там тебе та рапира дает? 40%? Ты ее не брал? А, тебе упала с кого-то? А кто у нас взял рапиру? Обалдеть, а кто у нас такой гениальный взял рапиру? Ребят, я вот 1000 раз повторяю, 1001 раз повторю. То, что не берите рапиру, если у вас нет никаких дев-шмоток. Если нет дев-шмоток, то это ошибка. Вы просто ее сольете и отдадите игру. Смысл той рапиры, которая вам ничего не сделает, а нервы попортит. Так, ребят, нужно одно место. Кто был в предыдущей катке? Ладно, открою ролик. Сейчас посмотрю, кто был. Так, Тофа, Миррор. Ребят, давайте кто-нибудь из вас сами, пожалуйста. Зашел в авточист прогресс. Давай, Миррор, выйди 2 игры. Окей. Я просто не видел, что он 2 игры. У него реально 2 игры было? Сейчас, секундочку гляну. Так, первая игра был. Вторая игра. Это не был тут. В первой игре был, значит. Да, в первой игре был. А, одна? А кто был 2? Подожди, что неправильно посмотрел, секунду. Так, Арс, Айтер, Лекс, Аркейд. Ага, понял. Так, Миррор тут есть. Я 2 игры подряд открыл одно и то же. Аркейд, Лекс. Тарелки. Тофа тоже одну был. По крайней мере, то, что я вижу. Деусав был одну. Так, ребятки, давайте так. 1 минутку. Если кто-то хочет уступить место, то уступите, пожалуйста. Если нет, то стартуем.
4 духа, 4 кунг-фу, 4 бога и 2 варлока. Легкий сильный билд. Да, это так и есть. Да, это сильный легкий сильный билд. Так, спасибо за донат. Спасибо. Сейчас почитаю, что там прислали. Донат за место. Спасибо за донат. Ой, ладно, ребят, без обид, поехали. Подкупили меня, подкупили. Без обид, Миррор. Меня подкупили. О, спасибо за донат, спасибо. 2 раза меня подкупили. Ну все, я продался, Мир, прости. Вчера просто как удача перла. Как удава перла. Просто 6 легендарок, 2 звезды собрал. Кому душу продал, признавайся. Тофу оставь. Комментарий на донат. Ну все, я продался. Все, убедительно. Убедительно продался. Пересоздам игру, если 500 гривен прилетит. На самом деле здесь классный такой стол. Если что, я пошутил. А то сейчас... Хотя ладно, не пошутил, кидайте. Уже так жарко, капец. Сегодня весь день дождь идет, и вчера дождь идет. Но все равно жарко нереально. Дай клевер, падло. Ну да, Марк, бессмертие тоже классно было бы тебе. Но я думаю, то, что ты контроль скипнул, это глубокая ошибка. Надо было все-таки контроль оставить. Я из-за контроля чисто тильтил, а из остального я не тильтил. Ой, какую я дичь сделал. Типа, если бы не контроль, точнее, если бы у тебя контроль остался, то я бы пытался найти себе БКБ, либо щит 5-го тира, вот что-то такое, чтобы просто меня не тильтил твой контроль, потому что меня и духи контролили, и это безруш. А безруш это самая тильтящая тема, потому что если безруш прилетает, то Марси тупо не бьет, она стоит 5 секунд чилит. Даже не 5, там 6 секунд она чилит, на секундочку. Ах ты боже. Ничего себе там столы понасобирали. А можно успокоиться немножко, ребята? Я понимаю, что игра бесплатная, но как бы, ну, не надо наглеть. Такие столы себе понаходили. Тут и глянь как. Свернула игра тупо. Ну, типа, сколько безруш летит? А на секунду. 6 секунд, по-моему, безруш летит. Где он? Где безруш? Вот. 6 секунд безруш длится. 6! Не, ребят, я считаю, это наглёж. Перестаньте так люто искать себе фигуры. Нур! Я сейчас не понял. Скилловички. Люблю таких. Ну хотя бы скилловичок на лустрике играет. О, рубрика все по 2 у Норильска. Отлично, 20 монет. 20 монет мне нравится. Еще и ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ладно. Мне тоже все нравится. Игра бесплатная, но стоила мне всего. Сейчас будем смотреть, как, что к чему. Будем продавать лишнее. Есть у меня одна идея. Короче, у меня есть одна идейка на билд.
У меня была плохая удача с предметами на моей последней игре. Я сролил 4 синих предмета и получил то, что хотел. Я думал, ты не получил даже, потому что я как-то срулил абсолютно все синие предметы. Осталось 3 последних предмета. Ну, там 4 последних синих предмета осталось. Я беру такой, нажимаю ролл, и я думаю, что сейчас с этого рандомного сундука выпадет то, что я желаю. И мне выпадает вот такой вот болтяра. На 150 сантиметров мне... Ну, вы сами поняли. Вот это я добил его. Что я сделал? Сберили усики, потерялся в пространстве. Зачем я рольнул только что? Кто знает. Я думаю, контент будет в рейтинговом или просто комментирование игры? Будет в рейтинговом, в реальном тайминге. Синие предметы — это скам. Я в рейтинг сегодня уже не пойду. На следующий стрим. Дайте хитреца, пожалуйста. Я хочу хитреца. Можно минера, я не откажусь. Earth is shaking. Lava is howling. Так, ну тут аптечки нету. Да, хитрец сильный персонаж. Если хороший билд, хорошие предметы, то хитрец очень сильный. Как дуо играть? Ты типа на свой стол выставляешь фигуру, которая нужна союзнику. Ну, смотри, вы играете вдвоем, у вас хп вместе. То есть, ну, у вас, сколько, по-моему, 200 хп, если не ошибаюсь, или 180. Что-то там типа того, короче, так, хп. Вы играете вместе, вы делитесь между другом двумя персонажами, вы можете перекидывать друг другу шмотки и, соответственно, соединять их и тому подобное. И, соответственно, делиться своими ну, короче, вы поняли. Фигурами делишься, с предметами они появляются. То есть это не просто дубликат появляется на столе, а с предметами. Вы можете так думать, какой билд вам сделать, соответственно, совместный. То есть там раскрывается настолько люто возможности, что ты прям диву даешься. Там сильно возможности раскрываются, сильно. Там можно... Самое главное просто, чтобы твой союзник тоже не откисал, потому что вы хп вместе теряете. У вас одно хп на двоих. И там темп игры нереально быстрый. То есть там намного быстрее темп игры, чем в соло-ранах. Но делиться-то как? Ну вот смотри, видишь там, где у меня... Ах, да, ты не увидишь, да, там... А, не увидишь. Там, где шахматист, видишь, стоишь? Вот тут два слота появляется. Ты на эти слоты можешь перекидывать нужную фигуру. Вот, и она идет ему. И он, соответственно, так же самое эти две фигуры ставит. То есть 2 твои фигуры, 2 его фигуры. В дуо режиме легко играть на 6 охотниках с мантией короля. Ну да, если, соответственно, мантия короля с первого раза придет, то вообще изи. Но дуо режим прикольный. Я вот в скором времени будет контент по дуо режиму, оценишь. Прикольный дуо режим. Вот просто его до ума не могут довести и все. То есть там, вот знаешь, как-то... Вот все как бы работает, но... Это как в Escape from Tarkov. Вот вроде бы менюшка все работает, но все как-то, ну вот так вот оно. Ну типа удобно, со временем привыкаешь, но... Как по мне, дуо-контент недооценен. Плюс там очень часто боты попадаются, поэтому, чтобы тебе в дуо-контенте играть прям вот с реальными игроками, нужно повысить онлайн игры. Потому что в 90% случаев, если у тебя там ранг не король, ты будешь играть тупо с ботами. А командный режим ты играешь? 4 на 4 нет. Мне не нравится этот режим 4 на 4, потому что даже если ты там будешь супер-омега-бок, собрал все что угодно, ты тупо всосешь по очкам и все. Даже если ты вынесешь в соло всех. И там надо дискорд, обязательно, потому что без дискорда и без своих ребят ты особо не поиграешь.
Ребята, а что это значит? Ай-яй-яй. Обалдеть. Обалдеть. Скиллуха. Чувствуете? Скиллом попёрло. Обалдеть. Я даже уровень забыл взять. За сколько продашь метеора? Блин, ну... Тофа. Так нечестно. Пятихатку ставь, 5000. Все, и тогда продаю. Как раз долги рассчитаюсь. Да ну, в этом скажи, с подписчиками это такое себе, это слишком поддаюсь тогда, неинтересно. Но 5000 это до хрена. Золотые роллы, значит. Жалко, что не коптера. Да и плевать, что не коптер, если честно. Надо сейчас самое главное быстро найти себе этих, скажем, 2 волшебников и поставить их. О, там, кстати, у Нюра тоже такой, ну вот, прям контентище. Договорился. Что, кто-то 1500 скинул? Ой, точнее 5000 скинул? Не, никто не скинул, не надо, ребят. Это много, это слишком много, это неоправданно много. Да, оно того не стоит. В лове с подписчиками надо играть красиво. Но не переживайте, у меня есть идея, как можно поиграть, если все получится. Ой, нежить там. Нежить мне не нравится. Нежить мне не нравится. Боже, как это взрывает. Но это сильно, когда такая минка прилетает тебе. Ой, еще и антимаг. То ты, ну, ты рофлишь. Как это безобразие? Молиться. Клянусь, молиться надо. Я хочу увидеть, как ты играешь с трехзвездочным минером, с рефрешером и перчаткой. Согласен. Я тоже этого очень хочу. Я думаю, у меня может получиться. Еще и поставить 6 богов сверху. Боже, там минка будет бесконечная. Просто рефрешер и перчатка 4 тира. Под минерчика. И просто... Бам! И он испарился. Ребята, простите, пожалуйста, за то, что сейчас будет происходить. О май гаш. Мне понравилось, как Тофа написал, типа, за сколько продашь минер? Тофа, давай так. Вынеси такой вот скилл. Я думаю, у тебя получится. 6 рыцарей ты поставил. Но у меня есть против тебя взгляд Азеса. Знай. Так, кошка, успокойся. А ну не дери обои. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Так, сейчас, секундочку. У меня кошка сейчас тут двери просто сгрызет. Чтобы вы понимали, мне нужен предмет 3-го тира. Драконий рог. И это драконий рог, я так понял, мне... О, упал! Наныл! Найс. Follow Big Bro's lead, and the victory is yours. This land, you could be my. The ocean tide will guide us. Mortal words cannot describe the great old one. Ну, кстати, Джаггер с крутилочкой меня может порвать, если чё. Причем у него такие хорошие предметы, ему только посоха 3-го тира не хватает. Ну и плюс он 4 морских может поставить, и тогда же он может мой урон просто и выйдет в лютую, да и в легкую. Every chubby one has a potential. I will shred your soul. My foolish father. Вопрос, нужен ли мне некр? I will be the king of this land. Я думаю, нет. I am the Eggman. Чистый скилл, ребята, не грамма мошенничества. It'll be fine. Ты прикалываешься. I'll plunge them. Be careful what you say. My foolish father. You see that? Timber! Можно друг? Вот, спасибо за другие, наконец. This land is vast and free. We can fight for all we want. Conquer anything. Mortal words cannot describe the great old one. Soul Reaper это чистый урон, может уничтожить Джаггера. Но да, если Бонлайн соберет себе 4 морских, в таком случае, да, это 100% будет так. Салют, я успел на катку с подписотой, а то я только пришел. Не, это последний уже будет, так что сори, ребят. Уже время. Ну да. У меня, к сожалению, время. Ядрить, мадрить, ты посмотрите, что пришло. Что, отказаться от него, играть чисто через минера? Откажусь. У меня есть идея. Ну, серьезно, у меня есть одна идея, как я буду играть, и поверьте, она вам понравится. Вот это приход. Так паника. Раз, два, три, 4 и 5 Марс. Раз, два. Но Некрам можно взять. На самом-то деле. Да, возьмем Некрам.
radish elf. Надо было яйца взять. Вот это я дурак. Explosions, the only true art form. I will shred your soul. Я тупанул немного, надо было яйца брать. Я так обрадовался, что даже перестал думать, если честно. Тебе не нужен берсерк. Ну, согласен отчасти, да. Мне нужен минер. И Джаггер там в 3 звезды уже. Вот это вот неприятненько. Но с Джаггером в 3 звезды мы, в принципе, поговорим. Надо сейчас будет потихонечку брать уровень. И надо все-таки 3-звездочного минерчика. Но я надеюсь, сейчас мне 2 минера придет. Я поставлю себе минера сверху. Немного богов у меня есть, и мне вообще надо в уровень выйти будет. Без уровня будет тяжко. Бам! Я худею. Oh, my answer to thee? The auto chess and everything is 42. Давай жнеца в кора. Ты тоже подумываю о том, что сделать бы его керри. Было бы неплохо. О, 9 воинов неприятно с кирасой. Ладно, пока скипну Зевса. Explosions, the only true art form. 9 воинов это неприятно, кстати. Так, крутилочка пошла. Крутилочка уже душит. Уже неприятно против крутилочки, кстати. Все, крутилочка меня вынесла. А нет, не вынесла. Ладно. Надо было на замочек ставить, мне кажется. Да, я просто подумал о том, что может мне сейчас придет. А он пришел. Все, 2 минерчика есть. Все, дальше уровень. Я аж надеюсь, мне сейчас Мамора высосет как бы его. Надо вообще заблочить кого-то. Вот просто много лишних фигур мне падает. Но Тайдуха в 3 звезды это прям песня. Итак, вот воин. Да, против воина тяжело будет. Не выиграю воина. Прикиньте. Или выиграю. Не-не-не, не выиграю. Нет. Вынесите воина кто-то. Он меня душит. Погоди, я только заметил, у тебя почти 2 лиги в 3 звезды на 24 раунде. Так мне минер упал на 10 раунде, о чем ты? Я ж только зашел через панду? Да, через панду. Естественно, через панду. Скилл. Да. Скиллуха затащил. Ух ты, мама. О, ты мама. Mother. Зря я только продал этого. Как его, Лунруида?
Ну, блин, надо предмет 4-го тира искать. Нужен предмет 4-го тира, 100%. Перчатка чистого урона. С перчаткой чистого урона я думаю, это будет весело. Просто сейчас в данный момент Минка не дамажит так сильно на Рильска, потому что у него есть Кираса. А Кираса дает ему ультра много брони. Хоть у меня из Лето Зеса есть, который реген режет, но все же это не то. Ой, минер под печаткой жестить будет. Так я тебе еще больше скажу, я 6 богов поставлю. 6 богов я поставлю, там минка за минкой будет. Минка за минкой, минка за минкой. Там забей. Никто ж не видел, да, еще как работает минка под 6 богами? Ой-ой-ой. Боже, легендарки, конечно, падают, но немножко не те, которые мне хотелось бы. I wonder if my assistant would like being a suit of armor. Hey, dude, you need to eat less. Strangler. I'm the Khan of the Horde. There's no one I can't beat with my hatchet. Заминка соперников. Я думаю, соперники сидят там с отвисшей челюстью уже. Ребята, с какой челюстью вы сидите? Ну-ка. You make me happy. Чё, короче, надо тайдуху собрать себе. Попробовать. Нужно будет чистый урон еще найти. Я просто не особо хочу для ТЗСа менять сильно предмет. Просто пол лица оторвал Лине. Welcome to the Marines. Who do you think you are? A man can overtake me? Я думаю, сейчас немного подкопить сердечек. Взять себе 10 уровень. На 10 уровне поставить себе фулл богов. Ну, через просто фулл богов. У меня есть раз, два. Там есть Зевс еще. Надо найти только Марса. И все, в принципе. Хочется, конечно, себе найти чистый урон. Это было бы вообще шикарно, если бы нашел чистый урон. А ну-ка, повезет или не повезет? Да! Ребята, простите, пожалуйста. Вот за это точно простите. Бада-бум! Вот это я понимаю. Вот это движ Париж. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже воина. Вообще плевать на этого воина. Да. Посидим, подумаем. До 30-го раунда недалеко. Я надеюсь, там сумка под домен. А, сумки нема. Зато есть яичко. Не, это трындец. Это никак по-другому не назвать, это трындец. Бомба. Бомба, ракета, петарда. Искусство — это взрыв. Давай. Щелчок Таноса, смотрите. Пем. И раз, два, три. Ой-ой-ой. Ты что, щит 5-го тира нашел? Не надо так. Тофа, не надо так. Тофа. Нельзя так делать. Нельзя. Нужно мне 4 морских? Я думаю, нет. Раз, два, три, 4. Ну и 5-го бога, я думаю, все-таки найду. Нужно 10-й.
Блин, денег, конечно, у меня... Точнее, ну да, денег надо много. На то, чтобы апнуть себе 10-й. Зачем боги, если все с одной мины падают? О, это тебе надо просто посмотреть, Сергей, хотя бы один разочек. Ну, ты же видел мой последний ролик, там, где я показывал новых богов 6 штук? Там новые боги 6 штук, это нечто. Там Фу, блин, там минка это будет спавниться. Сейчас после 30-го раунда я распродам, наверное, весь свой стол, чисто по приколу и покажу, что такое 6 богов. Чпуньк. Простите, пожалуйста. Пэм. Ах ты, минку не достает, ты глянь на него. Ты глянь на него, какой живой. Ты шо? Давай по приколу одного минера оставишь. Так оно, по сути, сейчас на следующем раунде и будет один минер. Вот после 30-го я поставлю. Хотя, блин, ну надо 10-й взять. Ну. Ну, это крутецкая тема. Там вроде бы, кстати, у меня... А, не, косы нету. Мне что-то показалось, что здесь коса еще есть. Еще тайдуху в 3 звезды соберу. Боже, так это вечный стан будет сейчас. Время найти рефрешер. Я так полагаю, привет, YouTube. Катка на канал же выйдет. Ну да, но не сейчас, я думаю, через пару дней. Но, в принципе, можно ее и завтра выкатить. Не знаю, посмотрим. На ютубе на 100% будет, только вот когда вопрос. Ну, до двойных мобов, я думаю, никто не доживет, но... Я не буду точнее, недооценивать своих противников. Я уже могу 6 богов поставить. Но я хочу найти себе Некраф 3 звезды. А как же вложение в инчу? Я его продал. Я на нее даже забыл. На реликс смотрит и думает такой, ну, переживу или не переживу? Ребят, переживет или нет? Смотрите, как кучно все стоят. У Тофы большие шансы пережить, но у него там все плохо. Вынесут. Так, минка. Пока. Бэм. Джаггер, кстати, живет. Живет, молодой. Ты глянь на него. Бэм. Бэм. Ах, минку одну не успел поставить. Прикинь, он меня сейчас еще и вынесет. Джаггер перекрутил. Молодец, Джаггер. Но Джаггер может перекрутить. Ему еще посоха 3-го тира не хватает, и там было бы вообще развал. Да, посох 3-го тира, и там было бы круто. Но минус. Тут есть воин. Он сдохнет от воина. У него просто 4 морских стоит, которые 60% урона со способности режут. Может, и до 35-го раунда доживем, а там двойные мобы. Я хочу 3-звездочного Некра сделать и поставить себе уже 6 богов. Да, Soul Reaper съест. Без шансов его съест. Я считаю, что посох надо хотя бы в 4-й тир кидать. Или даже 5-й. Сильно имбовый предмет. Согласен. Но в 3-й тир тоже норм. Ты его пока найдешь, 10 раз посидеешь. Ну, кстати, воины, здорово. Минус воин. Первый пошел. Так, еще и Тофа сейчас там, походу, умрет. Или Тофа выживет. Живет Тофа. Живет пока что. Не дожил.
the pill! Думчик неприятненько. Ладно, потянем время. Все равно еще есть как бы тайминги, все такое. В принципе, вместо этой духи можно поставить Некра. Я так и сделаю. Это люто смотрится. Да, искусственно растянул игру. Можно мне упадет, пожалуйста, нормальное что-то? Как лобби найти? Ну, уже никак. Сейчас это будет ластовая каточка. Пу-пу-пу-пу. Ладно, без провидца пока что. С посохом 3-го тира, прикиньте. А это какой? Сейчас, если рефрешер упадет, это будет вообще имбулька. Самое главное, чтобы ему щит 5-го тира не упал. Тогда будет имбулька против меня. Но 4 морских это сильно режет меня. Он 60% урона мне режет. 60% урона срезать мне это больно. Призму на Некра. Ну да. Ну посмотрим. Призмы, в принципе, можно и не искать эту призму. Ну посмотрим, реально посмотрим. Может и поищем призму. Тут бы Некра найти в 3 звезды. О, Мифрила доспех, сюда. Рефрешер. Another harvest season. Ну, по идее, багровый клинок это лютая имба. Двойной урон. Он, по сути, у него самый дорогой. 6 монет, 6 монет. Какая дичь падает, бог ты мой. То норм, то не норм. О как. Воин под Зевсом, прикиньте. Как ты мне упал? Я думаю, я уже выносить не буду. Надо поставить 6 богов. Что-то я задублировал. Вот.
Чё так больно? На, сейчас поменять расстановку чуть-чуть. Он больно меня раскручивает как-то. Эта хрень еще не работает на него. Another harvest season. Да, надо 4-го морского найти. С ним будет вообще попроще. Вместо инвокера. Инвокер так себе. Итак, поехали. Минопад. Еще и Дум прилетел. Ну это красиво. Это очень красиво. Мог игру намного раньше закончить, мог. Но это было красиво, согласитесь. На самом деле, реально, я мог бы намного раньше игру закончить, но в этом не было смысла. Я просто не хотел это заканчивать. Это крутая картка. Картка, говорю. Карта. Карта. Игрулька. Может быть, Хекс. Так. В смысле, морские режут чистый урон? Морские режут урон со способности. Сейчас покажу. Урон со способности. Не магический урон, не тому подобное, а урон со способности. Чистый, физический, вообще не важно. Вот. Все союзники получают 60% поглощения урона от способности. Если ты поставишь 6 морских, то, соответственно, каждые 3 секунды будет тебе возвращаться только магический урон. И это, на самом деле, крутая тема. Потому что если в игре много чистого урона со скилла, то, соответственно, вернется тебе 60% магического урона. Это крутая тема. Да, это была очень крутая катка. Но некор, как всегда, не знаю, мне некор не нравится. Типа, он такое. Может быть, если бы я 3 звезды собрал, был спеллпризм, я бы тогда этого Джаггера раскрутил. Но если бы у этого Джаггера был щит 5-го тира, то это было бы вряд ли. Ну, короче, катка была прикольная. Он держался молодцом. Да. Хек, кстати, тоже прикольная тема. Я поставил 6 богов, чтобы срезать себе люто КД, и я хотел посмотреть, насколько минка будет круто работать. Но она и так круто работала. Но с чистым уроном, конечно, это вообще лють. Кто вдруг не знает, как работает 6 богов, то 6 богов работает следующим образом. Мало ли того, что у тебя 60% режется КД, то после каждой активации способности у тебя на 50% режется твое текущее КД. Это вообще имбулька. Soul Reaper — это танк-финишер. Спасибо за стрим, удачи. Спасибо. Да, ребятки, все, всем огромнейшее спасибо. Спасибо за донат тебе, Тофа. Не забудьте тыкнуть лайк под конец, ну потому что каточка такая классная была. У вас 40 человек было на секундочку на стриме. Поэтому всем огромнейшее спасибо за стримчик, всем удачки. Я надеюсь, было весело. По крайней мере, мне понравилось. Так, ну раз никто ничего не пишет, поэтому все, всем пока и спасибо за стримчик. До следующего.